Всем привет, друзья! Меня зовут Иван, я являюсь гитаристом и вокалистом группы From Sky to Abyss. И сегодня мы решили сделать обзор вот на такой замечательный микрофончик Phoenix Pro PTU-1U. Данный микрофон поставляется вот в такой вот модной черной коробочке, поэтому я предлагаю вам ее распаковать и посмотреть, что внутри. Так, внутри картонной коробочки нас ждет вот такой замечательный кофрик для переноски. И внутри кофрика нас сразу встречают, я так понимаю, тут удлинители для антенн. Я потом в инструкции посмотрю. Сама инструкция непосредственно, которую мне надо будет почитать. Наклеечка Phoenix Pro. Далее сам микрофон. Вот такой вот микрофончик. Здоровый, увесистый. Никаких люфтов, ничего особо не вижу. Он из металла, кстати. Основание из пластика, но основная часть микрофона металл. Так, далее антенны. 2 штуки. Мы их позже распакуем. Хочу вам опять же напомнить, чтобы вы всегда перед включением приемника, который тут лежит, всегда сначала втыкали антенны, только потом включали устройство. Сам приемник цельнометаллический, кстати, очень приятный. Тоже без люфтов, без каких-либо звуков. Тактильное колесико, кстати, это обалденно. Мы обязательно с этим совсем поиграемся. Это, я так понимаю, да, это rack mount. Для того, чтобы установить приемник в рэк. Тоже. Phoenix Pro кладут в комплект батареечки, что тоже приятно. Это колечко, которое на микрофон сам надевается. Далее у нас, я так понимаю, да, это шнур для подключения, причем, кстати, с переходником идет. Не знаю зачем, если честно, но есть и хорошо. И, я так понимаю, да, это блок питания для приемника самого. Не забывайте при заказе с всем известной платформы брать переходники под наши вилки, чтобы потом не пришлось искать. Итак, давайте мы все это дело подключим и уже послушаем звук непосредственно с самого микрофона. Итак, я подключил данный микрофон в свою звуковую карту, то есть звук теперь вы слышите непосредственно с микрофона, а не с петлички, которая на мне была до этого. Предлагаю вам почитать инструкцию и разобраться вместе со мной в функциях данного устройства. Я прочитал инструкцию, она, к сожалению, как и для ушного мониторинга, только на английском языке. Phoenix Pro, пожалуйста, сделайте инструкцию на русском. Мне сейчас пришлось переключиться обратно на петличный микрофон, поскольку если я буду хоть каким-то образом взаимодействовать с приемником, я просто теряю сигнал с микрофона, и вы просто не будете слышать, что я говорю. Итак, что у нас на приемничке нас встречает? Нас встречает передняя панель с очень приятным экранчиком со всей информацией. Конкретно мы видим информацию, что у нас есть RF, это уровень радиосигнала. AF – это уровень входного сигнала с микрофона, то есть если я сейчас возьму и буду говорить в микрофон, вы видите, что начинает скакать шкала, соответственно, показывая, что сигнал с микрофона идет. Далее функция лог, которая сейчас выключена, мы о ней также говорили в предыдущем обзоре. Далее частота, которая выбрана на данный момент, группа частот, к которой она относится, и сам канал в этой группе частот. Далее IR – это инфракрасный порт для того, чтобы синхронизировать частотно приемник с микрофоном, если вдруг они у вас на разных частотах. Дальше кнопочки навигации, вниз, вверх и set. И вот эта штучка, колесико с volume, это то, какой уровень сигнала будет у вас выходить из приемника непосредственно в устройство, к которому оно подключено. Это может быть микшерный пульт, звуковая карта и так далее. Итак, если мы нажимаем на кнопочку set, мы переходим в меню IR, то есть соединение по инфракрасному порту. Но поскольку у нас сейчас микрофон с приемником находится на одной частоте, он тут же из него выходит, потому что ему нет надобности банально на нем работать, поскольку у нас микрофон с приемником синхронизирован. Поэтому мы нажимаем на кнопочку set 2 раза и попадаем в настройку группы. Это группа частот, то есть их тут достаточно много, есть из чего выбрать. Вот мы были на 8-й. Если я нажму на кнопочку Set еще раз, мы перейдем уже к выбору канала в этой группе частот. Да? Соответственно, вот мы выбираем.
Далее нажимаю на кнопочку Set, мы переходим в настройку Squelch. Squelch, насколько я понял, это частотный гейт, то есть если вы выставите, например, максимальное значение, при просадке частоты у вас просто микрофон уйдет в мьют. Написано в инструкции, что это, по сути, гейт для белого шума, но, насколько я понимаю, он работает именно так. Далее нажимаем на кнопочку Set и переходим в лучшую настройку в этой радиосистеме. Это автопоиск каналов. Чтобы его включить, нужно просто нажать на стрелочку вверх. Он просканирует окружение и выберет самую доступную и свободную частоту. То есть, как мы видим, сейчас RF не горит, но если бы частота была занята, он бы начал скакать. Это значит, что канал занят, но Phoenix Pro, спасибо огромное за внедрение этой функции, потому что я как раз-таки жаловался при обзоре системы ушного мониторинга, что данной функции там нет. Здесь эта функция представлена. И вот он сейчас выбрал свободную частоту. И как раз сейчас мы можем протестировать работу инфракрасного порта. То есть проверяем, что микрофон включен. Нажимаем на кнопочку Set и подносим микрофон к этому порту IR. Оп, и он подсоединился. То есть на микрофоне сейчас тоже частота 0,934. И на приемнике частота 0,934. И заключительная функция, которая остается, это функция Log. Можете ее включить или выключить на ваше усмотрение. Я никогда в жизни ее не включал. И, если честно, не особо понимаю, зачем непосредственно на приемнике она нужна. Итак, можем посмотреть функции микрофона. Их, к сожалению, не так много, как хотелось бы. Итак, у этого микрофона снизу есть такая приятная резиновая кнопочка. Если мы эту кнопочку удерживаем, то у нас микрофон включается, загорается экранчик. На экранчике нам показан банк частот, показан канал частот в этом банке, показан режим работы этого микрофона. Я сейчас об этом расскажу. Здесь он подписан RF. И AF — это непосредственно сила входного сигнала в сам микрофон. Итак, по настройкам микрофона их нет вообще. У него единственная функция, которая есть, если я нажму на кнопочку снизу, он войдет в режим mute. И еще раз нажав на нее, он из этого режима выходит. Это одна из двух функций, которые есть в этом микрофоне. Функция номер 2. Если я скручу микрофон снизу, здесь есть переключатель и написано High и Low. Что это означает? Это то, с какой силой микрофон будет работать, по сути, по радиоканалу. То есть, если вы войдете в режим High, вы сможете отойти от приемника дальше, в теории, опять же, чем при режиме в работе Low. Но в режиме High, естественно, у вас больше батарейки будет уходить, нежели в работе режима Low. Я на самом деле советую ставить режим High и вообще не запариваться с этим. А вот функции, которые в этом микрофоне нет, и которую мне очень бы хотелось видеть, это возможность выбора силы входного сигнала в этот микрофон. Потому что если, например, мой вокалист будет в этот микрофон гроулить, естественно, сигнал в него будет намного больше, чем если я буду петь в этот микрофон чистым голосом. И я очень боюсь, что есть вероятность просто перегрузить этот микрофон, и этой настройки просто нет. Phoenix Pro, я считаю, это не очень хорошо, поэтому надеюсь, в перспективе, в новых версиях данного радиомикрофона вы эту функцию внедрите. А сейчас давайте снова вернемся к звуку с этого микрофона, я его как-нибудь там покручу в руках, я в него поговорю, я в него попою, и мы послушаем, какой звук будет приходить. Я снова говорю в микрофон Phoenix Pro, но сейчас я включил колонки для того, чтобы я сам слышал, что происходит, потому что сейчас мы этому микрофону устроим небольшие стресс-тесты. Что сразу хочется сказать, микрофон в руке лежит очень приятно, удобно, достаточно цепко, то есть он в руке реально не скользит, мне достаточно удобно его держать. Если я его сейчас в руке немножко вот так вот поделаю, слышны звуки от прикосновения, но не думаю, что на сцене вы прям будете так вот в него делать. Колонки я включил на самом деле неспроста. Я их включил еще для того, чтобы проверить обратную связь. Как видите, ее нет, а колонки достаточно громко работают. Она, конечно, будет, если я непосредственно к колонке поднесу микрофон. И то даже так нет. То есть я могу попробовать еще ближе. Вот она появилась, но я практически уже впритык был к колонке. Итак, у моего вокалиста есть привычка. Он поет в микрофон вот так, держа его за гриль. Мы поговорим в него также при таких условиях.
Можем попробовать в него попеть. Например, мой кусочек из Silver Lining. Я попою в него как вот так, так и вот так. So many twists and I lost my way. I do not attempt to melt away. И возьмем его теперь за гриль. So many twists and I lost my way. I do not attempt to melt away. Звук с него достаточно приятный. Правда, не могу не заметить, что периодически от буквы «П» в особенности есть такой звук на низких частотах. Но, опять же, это может быть просто мой голос. Я достаточно громко букву «П» говорю. В целом, я очень доволен этим микрофоном. Мы также походили здесь по квартире, и радиосигнал с него не пропадал, и все было хорошо. Поэтому в целом на этом обзор можно заканчивать. Надеюсь, вам понравилось. И благодаря этому обзору вы сможете принять для себя решение, покупать этот микрофон или нет. С вами был Иван, группа From Sky to Ibiza. Всем спасибо. Пока.